Рассвет над саванной никогда не бывает тихим. Это симфония из далекого рыка, сухого шороха трав и криков проснувшихся птиц. Тайгир, смотритель государственного заповедника Серенгети-парк, проснулся задолго до того, как первый луч солнца коснулся горизонта. Его старый бревенчатый домик был пропитан запахами пыли, сушеной травы и дикой природы. Запахами, которые заменяли ему дом последние 15 лет. Он быстро собрался, проверил снаряжение и, накинув на плечо ремень с флягой и старым медным кувшином, вышел в утреннюю прохладу. Тайгир знал каждый холм и каждое дерево в этом секторе. Его задачей было следить за популяциями, проверять водопои и выискивать следы браконьеров. Солнце поднималось стремительно. В этих краях оно не ласкает, а обжигает. Уже через час воздух начал дрожать от зноя, и Тайгир ускорил шаг, стремясь добраться до тени раскидистых акаций. Он шел по знакомой тропе, когда вдруг интуиция, чувство, развитое годами жизни среди хищников, заставило его замереть. На самом горизонте, где небо сливалось с выжженной землей, двигалось нечто странное. Тонкая, едва различимая фигура медленно и прерывисто шествовала по открытому пространству. Тайгир вскинул бинокль. Это была львица. Но в ее походке не было привычного величия. Она не шла, она влачила свое существование. Через линзы Тайгир увидел ужасающую картину. Ребра животного обтянули шкуру так плотно, что казались скелетом, обтянутым пергаментом. Тазовые кости торчали острыми углами, а голова была опущена так низко, будто весила целую тонну. Каждый шаг давался ей с мучительным трудом. Лапы дрожали и подкашивались. Сердце Тайгира сжалось. Он видел смерть много раз. Это закон природы. Но в этой одинокой фигуре было столько немого страдания, что он не смог пройти мимо. Забыв о правилах безопасности, запрещающих приближаться к диким хищникам в одиночку, он направился к ней. Он подошел на расстояние 10 шагов. Львица остановилась. У нее не было сил даже на то, чтобы оскалиться. Она просто подняла на него свои глаза, мутные, полные бесконечной усталости и жажды. В них не было агрессии, только угасающая искра жизни. Тайгир медленно, стараясь не делать резких движений, достал свой кувшин. Он заговорил с ней низким, спокойным голосом. «Тише, девочка. Я не враг. Смотри, здесь жизнь». Он осторожно вылил немного воды в углубление в камне, а затем, видя, что она не может наклониться, поднес кувшин ближе. Львица вздрогнула, но запах влаги победил страх. Она начала пить. Жадно, с тихим лакающим звуком она поглощала каждую каплю. Тайгир видел, как ее горло делает судорожные глотки. Когда кувшин опустел, она коснулась его руки своим сухим носом. Это был миг абсолютного доверия. Тайгир понимал, если оставить ее здесь, к вечеру гиены или палящее солнце закончат начатое. Он вызвал подмогу. Коллеги по заповеднику, прибывшие на джипе, были поражены состоянием животного. «Она не жилец, Тайгир», — покачал головой ветеринар. «Организм слишком истощен». «Она выживет», — упрямо ответил смотритель. «Я сам буду за ней ухаживать». Ее перевезли в карантинный вольер заповедника. Тайгир проводил у ее клетки все свободное время. Он сам готовил ей питательные смеси, следил за каждой инъекцией витаминов. Он назвал ее Шакира. Так звали героиню легенд, которой рассказывала ему бабушка в детстве. Сильную, благородную львицу, которая была душой леса. Дни складывались в недели. Сначала Шакира просто лежала, едва поднимая голову. Но под неустанной заботой Тайгира чудо начало происходить.
Шерсть заблестела, на боках появилась первая жировая прослойка, а в глазах зажегся тот самый хищный янтарный огонь. Она начала узнавать шаги Тайгира. Стоило ему подойти, как она издавала негромкое вибрирующее мурлыканье, которое обычно львицы берегут для своих львят. Между человеком и диким зверем возникла связь, не поддающаяся логике, связь душ. Прошло 3 месяца. Шакира превратилась в великолепную, мощную хищницу. Но с ее выздоровлением пришла новая беда. Саванна внутри нее требовала свободы. Тайгир видел, как она часами расхаживает вдоль забора, глядя на бесконечные просторы за сеткой. Ее рык стал тоскливым. Заповедник, спасший ей жизнь, стал для нее золотой клеткой. Она отказывалась от еды, если ее приносили в вольер, и все чаще сидела неподвижно, глядя на закат. «Она гаснет», — сказал Тайгир директору заповедника. «Она рождена для ветра и охоты, а не для созерцания туристов. Ты знаешь риск, Тайгир. Она может не выжить одна, или она может вернуться к людям и стать опасной. Она не вернется к людям, она вернется домой». Решение было принято, хотя сердце Тайгира разрывалось от боли. В день выпуска он сам открыл ворота загона на границе заповедника. Шакира не сразу поняла, что произошло. Она медленно вышла на открытое пространство, вдохнула полной грудью запах диких трав и обернулась. Тайгир стоял рядом. Он в последний раз коснулся ее густой гривы и прошептал: «Иди, Шакира, будь свободной». Львица посмотрела на него долгим, пронзительным взглядом, словно запоминая каждую черту его лица. Затем она издала короткий гортанный звук, развернулась и легким пружинистым галопом скрылась в высокой траве. Тайгир смотрел ей вслед, пока золотая шкура не слилась с горизонтом. Чтобы не дать волю слезам, он резко развернулся и побежал к своей машине. Он знал, что поступил правильно, но часть его души ушла вместе с ней. Прошло 3 года. Тайгир продолжал свою работу. Он часто думал о Шакире, гадая, жива ли она, нашла ли Прайд. Иногда, по ночам, он слышал рык издалека и верил, что это ее голос приветствует его. Однажды, во время планового обхода в дальнем секторе, Тайгир решил пройтись пешком через густые заросли кустарника. Он был так увлечен изучением следов редкого леопарда, что не заметил опасности. Из-за густого буша, буквально в 15 метрах от него, вышел старый самец носорога. Эти животные славятся своим скверным характером и плохим зрением, которое они компенсируют яростью. Носорог, почувствовав чужака, опустил голову, готовясь к атаке. Тайгир замер. Бежать было некуда. Вокруг только редкие кусты, которые не защитят от 2-тонной машины из мышц и рога. Его рука потянулась к рации, но он понимал — помощь не успеет. Носорог издал трубный звук и сорвался с места, вздымая облака пыли. Тайгир закрыл глаза, приготовившись к удару, и вдруг воздух разрезал оглушительный, яростный рык. Золотистая молния вылетела из высокой травы, преграждая путь носорогу. Огромная львица, мощная и величественная, встала прямо перед атакующим гигантом. Она не бежала. Она бросила вызов. Львица ударила лапой по земле, снова издав рык такой силы, что, казалось, задрожали сами горы. Носорог, ошеломленный такой наглостью и силой, резко затормозил, врываясь копытами в сухую землю. Хищник и травоядная замерли в смертельном противостоянии. Львица сделала шаг вперед, оскалив клыки, и в ее позе была такая непоколебимая решимость защитить человека, что носорог дрогнул.
Фыркнув напоследок, гигант развернулся и тяжело потрусил прочь, решив не связываться с такой яростью. Тайгир тяжело дышал, не веря своим глазам. Львица медленно повернула голову. На ее правом ухе был едва заметный шрам. Память о лечении в заповеднике. «Шакира?» — прошептал он. Она подошла к нему. В ее движениях уже не было слабости, это была королева саванны. Но когда она приблизилась, она не проявила агрессии. Шакира подошла вплотную и уткнулась головой в его грудь, точно так же, как делала это 3 года назад в вольере. Тайгир опустился на колени и обнял ее за мощную шею. Он чувствовал биение ее сердца, запах дикого зверя и тепла. Это были мгновения высшей благодарности, которую только может проявить природа. Они провели в этих объятиях несколько минут, человек, отдавший частицу сердца, и зверь, сохранивший верность. Шакира не ушла в глубину леса сразу. Она проводила Тайгира до границы его участка, держась на небольшом расстоянии, словно невидимый телохранитель. С тех пор в заповеднике ходит легенда о золотой тени смотрителя Тайгира. Говорят, что когда ему грозит опасность или когда наступают трудные времена, на холмах появляется величественная львица. Тайгир больше не чувствует себя одиноким. Он знает, в этом огромном мире у него есть союзник, связь с которым прочнее любых преград. В этом маленьком уголке саванны любовь и преданность доказали, что они сильнее инстинктов и выше законов выживания. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история о необыкновенной дружбе, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши истории выходят каждый день.